Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня для вас подборка салатов из свеклы без майонеза. Легкие заправки, интересные сочетания и максимум вкуса. Такие салаты подойдут и на каждый день, и для гостей. Если любите свеклу, эта подборка точно для вас. Покажу, как приготовить салат из свеклы с имбирной заправкой. Тонко нарезанная свекла, яркий вкус и пряная нотка имбиря делают его особенным. На мелкой терке натру имбирь. Салат получается не только вкусный, но и невероятно полезный. К имбирю добавляю мед, 2 столовые ложки уксуса, 3 столовые ложки масла, соль и черный перец. Хорошо все перемешиваю. Посмотрите, какая получается имбирная заправка. Очень ароматная. Сейчас почищу свеклу. Приготовить свеклу в духовке очень просто. Предварительно ее хорошо моем, заворачиваем в фольгу и отправляем в духовку. При температуре 180 градусов запекаем примерно час или час 20, в зависимости от размера свеклы. Нарезку в салате можно делать любую, какая вам больше нравится. Можно порезать свеклу на квадратики, на полосочки, как угодно. Я порежу вот на такие полоски, довольно крупные, и натру их на терке мандолине. У меня получатся такие тонкие полоски, достаточно широкие. Мне такая нарезка очень нравится в этом салате. Как видите, все очень быстро и просто. Теперь добавляем заправку. Хорошо все перемешиваю. И как всегда с такими салатами надо время, чтобы свекла немного промариновалась. Ну хотя бы 1 час. Свекла и сама пустит сок и смешается с этой замечательной заправкой. Я попробовала салат, и мне не хватает немного соли, поэтому добавляю. Этот салат относится к тем, которые чем дольше стоят, тем вкуснее становятся. Так что этот салат можно готовить заранее, за несколько дней. От этого он становится только вкуснее. Хочу поделиться с вами интересным рецептом салата из свеклы с тунцом. Салат вкусный, легкий, без майонеза. Его можно приготовить и к праздничному столу, и просто к обеду или ужину. Отварную свеклу нарезаю небольшими кубиками. Перекладываю ее в миску. Половинку небольшой красной луковицы порежу перьями. Добавляю лук к свекле. Небольшими пластинами порежу маринованные шампиньоны. Сегодня я использую покупные шампиньоны, но их очень легко замариновать дома. Несколько рецептов маринованных шампиньонов есть у меня на канале. Я обязательно оставлю ссылку на них под видео в описании. Грибы перекладываю в миску. Также добавляю консервированную кукурузу, чуть больше половины банки. Также в мой салат я буду добавлять консервированный тунец. Вместо тунца можно использовать горбушу, либо другую морскую рыбу. У меня здесь тунец в масле. Масло я слила, но не досуха, немного здесь осталось. Рыбу слегка разминаю прямо в банке и выкладываю в миску. В салат я буду добавлять укроп, можно также добавить и петрушку. Добавлю 1 зубчик чеснока. Он придаст пикантность салату. Чеснок натираю на мелкой терке. Добавлю немного лимонного сока, примерно 1 столовую ложку. И также 1 чайную ложку дижонской горчицы. Горчицу добавляйте по своему вкусу. Если вы не хотите ее использовать, можно вообще пропустить этот ингредиент. Также добавляю соль и немного черного перца. Заправляю салат растительным маслом. Я использую оливковое, можно использовать любое. Добавляю 3 столовые ложки. И хорошо все перемешиваю. Обязательно попробуйте салат на вкус, чтобы хватало соли. Салат получается красивый, красочный, очень аппетитный. Готовлю сочный салат из свеклы с жареным луком и солеными огурчиками. Заправка на основе йогурта с соевым соусом придает невероятную пикантность. Все просто, быстро и необычайно вкусно. Средними кусочками режу лук.
не надо слишком мелко. Разогреваю сковороду, наливаю немного растительного масла. Отправляю обжариваться лук до легкого золотистого цвета. Добавляю буквально щепотку сахара, чтобы лук карамелизировался. Лук обжарился, стал мягче. Снимаю сковородку с плиты. Небольшими кубиками порежу 2 соленых огурца. Соленые огурчики придают невероятную пикантность этому салату. Немного их отжимаю от влаги и перекладываю в миску. Также средними кубиками режу свеклу. Кстати, если вы хотите, и свеклу, и огурцы можно натереть на крупной терке. Добавляю в миску обжаренный лук. Мелко порежу небольшой пучок кинзы. Добавляю немного черного перца. Заправляю салат йогуртом. Вместо йогурта можно использовать сметану или майонез. И также я добавляю легкий соевый соус, 1 столовую ложку. У меня вот такой соус Киккоман с зеленой крышечкой. Хорошо все перемешиваю. Перекладываю салат в салатник. Сверху немного присыпаю кинзой и обжаренным кунжутом. Салат получается очень пикантный, такой легкий, свежий, сочный. Обязательно его приготовьте и попробуйте. Готовлю свеклу по-корейски. Один из самых любимых салатов. Ароматный, насыщенный и очень вкусный. Отличная закуска к мясу, рыбе и любому гарниру. Первым делом надо порезать свеклу. Я буду это делать вот такой терочкой для корейской моркови. Аккуратно, главное, чтобы не порезаться. Сейчас на мелкой терке я натру чеснок. Добавляю лимонный сок. Всыпаю коричневый сахар. Можно использовать белый сахар. Меня спрашивали, какой сахар я использую. Вот у меня корейский темно-коричневый сахар, вот такой. Этот сахар имеет такой очень карамельный вкус. Теперь добавляю сюда 2 столовые ложки соевого соуса. И я, конечно, потом попробую на вкус. Если надо будет, добавлю еще. Перемешиваю. Я включила разогреваться сковородку. Наливаю на нее растительное масло. И также добавляю 2 столовые ложки кунжутного масла. Лук я буду резать мелким кубиком. Лук отправляю на сковородку. Обжариваем до золотистого цвета. Пока у меня обжаривается лук, я подготовлю семена кориандра. Измельчу их в ступке. Именно если измельчить семена кориандра, они дадут вот такой свой очень приятный аромат и вкус. Я рекомендую для этого салата использовать именно семена кориандра, а не молотый кориандр. Когда лук уже начал золотиться, я добавляю в сковородку специи. Это семена кориандра. Когда они прогреются, они отдадут весь свой аромат. Добавляю хлопья перца чили и черный молотый перец.
Конечно, все это по вкусу. Перемешиваю и буквально еще полминутки обжариваю, и у меня все готово. Сразу пошел такой аромат специй, просто замечательный. Свекла у меня уже постояла, она немного осела, пустила сок, и прямо сюда я сейчас отправляю горячее масло вместе с луком и специями. И все хорошо перемешиваю. Делайте этого салата побольше, потому что съедается он очень быстро. Салат надо оставить промариноваться примерно часика хотя бы на 2. Тогда он будет вообще супер вкусный. Салат разлетается, не успевает постоять он долго. Обязательно салат попробуйте на вкус. Мне не хватает немного соли. Я добавляю немного соевого соуса. Еще 1 столовую ложку, не полную. И перемешиваю. И теперь оставляю салат промариноваться. Надеюсь, эта подборка салатов вам понравилась. Если да, поставьте лайк и напишите комментарий. И не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!